Как распознать эмоциональную манипуляцию? Настоящие эмоциональные манипуляторы сначала начинают дергать вас за ниточки. Очень мягко. Но вы не почувствуете, как они уже разрушают ваше самоуважение и заставляют сомневаться в вашем здравом смысле. К счастью, эти тревожные звоночки можно вовремя заметить, если знать, на что обращать внимание. Манипулятор использует так называемое пассивно-агрессивное поведение. Об этом мы с вами уже говорили. Ссылку на видео я оставлю в подсказках и в описании. Кому интересно, можете посмотреть. Как вы наверняка догадались, никакого доверия, уважения и правды в общении с эмоциональным манипулятором быть не может. Давайте обсудим 6 приемов, которые они используют, и также варианты защиты от них. Манипулятор использует ваши слова для своей пользы. Он испытывает большие проблемы в признании ответственности за свое поведение, поэтому отчаянно нуждается в том, чтобы оправдать бездеятельность или неудачу. Например, вы можете сказать: «Меня очень расстроило, что ты вчера не помог мне, хотя мы договорились». Что ответил бы адекватный человек в таком случае? Он извинился бы и предложил решение. Манипулятор же ответит: «Да ты хоть знаешь, сколько на меня дел навалилось за эти выходные? Ты понятия не имеешь, как я загружен. Почему бы тебе хотя бы раз не подумать обо мне?» Еще хуже прозвучит вот такое извинение от манипулятора. «Что ж, извини, что я работал допоздна. Ты даже не представляешь, как много я работаю». Что делать в таком случае, как себя вести? Если человек не сдержал слова или извинился таким образом, что обвинил во всем вас, не нужно спускать это с рук. Не вступайте в спор. Просто скажите, что не считаете это извинение настоящим, и что он вас подвел. Манипулятору будет что сказать и на этот счет. Но не реагируйте. Вы уже сказали, что хотели. Манипулятор использует чувство вины, чтобы контролировать вас. Это один из самых излюбленных приемов манипуляторов. Они находят эмоциональную ахиллесову пяту и бьют в нее до тех пор, пока вы не оказываетесь загнанным в угол. Например, они говорят: «Ты идешь в кино без меня? Ничего страшного, я останусь дома и закончу уборку». Или «Я знаю, что мы не можем купить новую машину, но у меня никогда в жизни не было своего автомобиля. Я был окружен ужасными вещами и людьми». Вам попросту навязывают симпатию, говоря тем самым: «Пожалей меня, иначе я устрою бунт». Все это подается так искусно, что если вы не пойдете на уступки, то будете себя чувствовать бессердечным эгоистом. Как себя вести в данном случае? Помните о логике. Если член семьи хочет автомобиль, мотивируя это тем, что у него никогда его не было, это не аргумент. Вы не можете купить машину не потому, что бессердечны, а потому что текущая финансовая ситуация не позволяет. В подобных случаях всегда руководствуйтесь логикой. Манипулятор вашу логику не поймет и не захочет понять. Она нужна именно вам, чтобы не испытывать чувство вины. Манипулятор преуменьшает ваши сложности и проблемы. Эмоциональному манипулятору плевать на ваши проблемы. По крайней мере до тех пор, пока он не сможет использовать их для своих целей. Обычно манипуляторы говорят: «Ты думаешь, только тебе было не просто сегодня стоять в пробке? Да я годами езжу на работу и постоянно оказываюсь в пробках. Потерял почти половину жизни в них». Или «Я сожалею, что твой отец и мать так поругались, но у тебя хотя бы есть родители». Словом, манипулятор выставляет вас эгоистом, и ваши проблемы ничего не стоят наравне с его проблемами. Каждый диалог заканчивается обсуждением его невыносимой жизни. Как себя вести? Если это не ваш близкий родственник, разворачивайтесь и уходите. Такие люди, если и меняются, то с очень большим трудом. И не стоит тратить на таких людей свои нервы. Манипулятор использует эмоциональный черный ход. Вместо того, чтобы быть прямым и честным, манипулятор использует пассивно-агрессивное поведение. Например, говорит за вашей спиной. Или говорит личные вещи о вас с теми людьми, которые обязательно передадут это вам. И он это заранее продумывает. Но хуже всего манипуляторы себя ведут, когда обещают поддерживать, но никак это не проявляют. Кроме слов. Итак, как себя вести? Просто укажите манипулятору на то, как он себя ведет. Называйте вещи своими именами. Если сплетничает, скажите, что он распускает сплетни. Если врет, будьте прямолинейны. Намеки тут не нужны. Конечно, вы столкнетесь с защитной реакцией, но манипулятор будет знать, что его методы замечены, и вскоре перестанет ими пользоваться, по крайней мере, по отношению к вам. Манипулятор высасывает энергию даже у комнаты. Верите вы в ауру или нет, но порой чувствуете, как присутствие тех или иных людей в комнате высасывает всю энергию. Эти люди хотят быть в центре внимания, требуют этого и портят всем настроение. Как себя вести? Ни в коем случае нельзя спрашивать: «Ты в порядке? Что-то случилось?» Не поддавайтесь на манипуляции. Если это возможно, то покиньте комнату. Если нет,
Представьте перед собой барьер, который защищает вашу психику и вас самих. Манипулятор ищет слабые места. Если вы чувствительны, беззащитны или слишком доверчивы, это привлечет манипулятора. Помните, что не каждый человек будет пользоваться вашими слабыми местами. Некоторые люди видят это, но являются благородными и честными. Манипулятор же первым делом будет искать проблемные места и давить на них. Как себя вести? Если вы и правда ранимы, тут быстрого решения быть не может. Читайте книги по психологии, смотрите наши видео, познавайте себя, и уже через какое-то время вы дадите отпор манипулятору любого уровня. Надеюсь, вся вышеизложенная информация была действительно полезной для вас. Если это так, поставьте этому видео лайк, подписывайтесь на канал, впереди вас ждет еще масса всего интересного. Всем пока!